Привет! В своем сегодняшнем видео я расскажу тебе про недорогие внутриканальные наушники Realme Buds Q. Так уж вышло и сошлись звезды, что на этой неделе это уже второе устройство от данного бренда. В предыдущем ролике мы смотрели их новые и довольно неоднозначные часики Realme Watch, а вот сегодня будут беспроводные наушники. Обошлись они мне почти в 1800 рублей, что по нынешнему курсу составляет примерно 25 баксов. Это немногим дороже новоиспеченных Redmi AirDots S. Если быть точным, то разница составляет $5. И я не случайно провожу аналогию с наушниками от Redmi, ведь Realme Buds Q — это неплохая их альтернатива. Ну а что ты получишь, переплатив эту небольшую разницу, сейчас я тебе и расскажу. Итак, поставляются наушники в уже знакомой по фирменному желтому цвету картонной коробке. Внутри находится кейс с уложенной в него парой наушников, комплект сменных амбушюр, краткое руководство пользователя и небольшой кабель для зарядки с интерфейсом microUSB. И вот у нас первый плюсик по комплектации. Провод хоть сам по себе и копеечный, но здесь его положили. Вообще, тенденция с microUSB зарядкой в 2020 году в бюджетных наушниках мне не очень понятна. Не думаю, что USB Type-C сильно дороже в интеграции, но добрая половина производителей почему-то не стремится к переходу на этот интерфейс. Зарядный кредл матовый и имеет округлую форму, что лично я считаю удобным решением для хранения его в кармане. Крышка кейса на пластиковой петле открывается легко, а в закрытом состоянии фиксируется на магнит. Спереди имеется единственный индикатор состояния, который горит красным лишь в момент зарядки, а по завершению этого процесса сменяет свой цвет на зеленый. На задней стороне аккурат под петлей расположен разъем microUSB. Емкость встроенного в кейс аккумулятора составляет 400 мАч. Габаритные размеры по длине и ширине 60 на 45 мм, при толщине в 30. Комплектные амбушюры в целом хорошие, но немного жестковатые. Самый большой размер мне подошел, сидят в ушах нормально. Но вот для удобства и более плотной посадки лучше накинуть амбушюрки помягче, тогда вообще все будет прекрасно. Тем не менее, за отсутствием у тебя каких-либо других амбушюр можно обойтись и комплектным решением, по крайней мере на первое время. Так что тут не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. В каждом наушнике установлен аккумулятор на 40 мАч. Время работы от одного заряда на полной 100% громкости составило 2 часа и 45 минут. Результат здесь, конечно, не лучший. Redmi AirDots S в этой дисциплине будут жить чуть подольше. Заряжаются наушники от кейса примерно около часа, но вот узнать, завершился ли этот процесс, можно лишь подключив их к смартфону. А дело все в том, что на корпусе наушников нет ни единого индикатора, что с одной стороны казалось бы хорошо, ведь мигать будет нечему, а вот с другой стороны узнать, зарядились ли они полностью, визуально не представляется возможным. Подключение к смартфону происходит по изъятию любого наушника из кейса. Таким образом, при желании можно будет пользоваться каждым по отдельности. Управления в наушниках сенсорное и ложных срабатываний, как в тех же Трансмартах, здесь нет. Но тем не менее, тут и обычные касания не очень корректно отрабатывают. Нужна определенная сноровка. Со временем, конечно, привыкнуть можно, и благо есть приложение Realme Link, с помощью которого можно переназначить жесты под себя. Лично я в своих наушниках настроил вот так. Двойное касание по любому из наушников во время воспроизведения музыки отвечает за плей-паузу, а во время телефонного звонка позволит ответить на вызов или завершить разговор. Касание с удержанием на 2 секунды переключает треки: на правом наушнике вперед, на левом назад. А вот действие по тройному тапу и вызов голосового ассистента я отключил вовсе. Этот жест не очень-то и удобен, ведь попасть 3 раза в правильное место не всегда получается. Либо на паузу ставишь, либо вообще ничего не происходит. Но тем не менее, кому это все же очень необходимо, то голосового ассистента можно назначить как раз на тройной тап, ну или на любой другой, который вам понравится. Управлять громкостью с наушников, к сожалению, нельзя, и это не настраивается даже в приложении. Как и во вкладышах Realme Buds Air, если одновременно зажать сенсоры на обоих наушниках, то можно активировать игровой режим, задержки при котором сводятся к абсолютному нулю. И тут как раз, по моим ощущениям, режим отрабатывает так же круто, как и в новых Redmi AirDots S. В PUBG Mobile звук не отстает, как будто ты играешь по проводам. Все слышно вовремя, и незаметно со спины тебя уже никто не застанет врасплох. Любители мобильных игр это точно оценят. Функция классная. И вот как я понял, в 2020 году это уже некий стандарт для беспроводных наушников. Стоит ли в очередной раз говорить, что с YouTube проблемы также отсутствуют, звук от видео не отстает от слова совсем. Ну и раз уж дело дошло до тестов, то предлагаю сейчас тебе отслушать, как работают микрофоны в этих наушниках. Ну что же, проверяем работу микрофонов в наушниках Realme Buds Q. Вот таким образом они звучат в закрытой машине на полном ходу. Сейчас открою окна и посмотрим, есть ли здесь шумодав.
Вот таким образом на полном ходу, с открытыми окнами, меня тут все задувает. Вот так вот звучат микрофоны в этих наушниках. И вот таким образом вас будет слушать собеседник, если вы будете по этим наушникам разговаривать. Вот как-то так. Ну и, в общем, второй тест традиционный с печкой, а вот таким образом я наваливаю на троечку и на четверочку. Вот столько вот шума мне выдает печка по максимуму. И вот так вот работают микрофоны в данных условиях. Подключение к смартфону происходит по интерфейсу Bluetooth 5.0, и на борту имеется два аудиокодека в наличии, это AAC и SBC. В каждом наушнике установлено по одному 10-мм динамическому драйверу, и вот на самом деле это прям чувствуется по звучанию, оно здесь для данного ценового сегмента просто отличное. Realme Buds Q звучат однозначно лучше, чем Redmi AirDots S. Особенно это слышно в более выразительном и глубоком басе, а в сочетании с более мягкими амбушюрами, как я уже говорил ранее, так вообще во многом даже превосходят наушники от Redmi. Но тут, скорее всего, это еще и заслуга кодека AAC. В плане звука и наличия данного кодека преимущество Realme здесь очевидно. Каши из частот здесь нет даже на максимальном уровне громкости, все звучит сбалансированно и в меру. Высокий отрабатывает без песка, а вокал на средних слушать одно удовольствие. В общем и целом, мне звук понравился. Наушники сидят в моих ушах удобно и благодаря своей округлой форме нигде не давят. Они прекрасно подойдут для пробежек или каких-то спортивных упражнений, да и влагозащита по стандарту IPX4 также не будет лишней. К слову сказать, по результатам моего теста на дальность, наушники Realme Buds Q работают без обрывов на расстоянии более 15 метров от смартфона. Ну и подводя некий итог, что могу сказать. Конечно же, времени работы от одного заряда хотелось бы побольше, но это лишь в том случае, если ты будешь слушать музыку на максимальной громкости. Но на самом деле, по данному показателю, Realme Buds Q имеет приличный запас. Они определенно будут звучать громче, чем наушники от Redmi, так что, быть может, всей 100% громкости тебе будет много. Также для кого-то может стать определенной проблемой не очень чувствительный сенсор, но по-хорошему к этому привыкнуть реально. По всем же остальным параметрам это прекрасная альтернатива Redmi AirDots S. За небольшую разницу в 5 баксов здесь есть перемотка треков, лучшее звучание, однозначно лучшие микрофоны и провод для зарядки, хоть и мелочь, но имеется в комплекте. В любом случае, окончательный выбор, как всегда, за тобой. Я лишь постарался сегодня рассказать тебе, что ты получишь, сделав выбор в пользу Realme Buds Q. А на сегодня это все, увидимся в следующих видео. Пока-пока.